у нас же очень развита общинная жизнь, да? То есть группы, 10 разных групп, Винау, Педаси, продажа, покупки, найм. Сколько здесь русскоязычных у вашего? Мало. Всем привет, это Панама. И у нас новый гость, Дмитрий. Дмитрий оказался в Панаме, сейчас более подробнее расскажет, как это все произошло. Поехали. Дмитрий, расскажи, пожалуйста, почему Панама и как давно ты здесь? Хорошо. В последний раз, когда я приехал сюда уже с концами, это произошло в начале ноября 2023 года. Перед этим, примерно 2,5 года назад в моей голове родилась идея, что нужно уезжать в новые края, нужно приближаться к земле, возвращаться к земле, обретать независимость от того мира, где мы родились и живем на данный момент. Сначала была Коста-Рика, не получилось, и я нашел контакты израильской общины здесь, я сам с Израиля. Последние 30 лет контакты израильской общины, которая находится здесь в Панаме, на полуострове Азойра, в Плае Винау. И начал с ними общаться, и в начале 23 года мы первый раз сюда приехали. Я прожил здесь в первый раз 3 месяца. Я прожил на ферме друзей, с которыми познакомился. Жил в палатке, в большой палатке. Работал с ними, участвовал в их деятельности и изучал Панаму параллельно. Потом мне пришлось уехать в Израиль. Моя семья осталась там, и нужно было закончить дела. И я там провел 7 месяцев. В конце концов удалось решить все дела. И я вернулся сюда уже насовсем. Приехав сюда, в том году мы купили землю. За это время мой друг и компаньон приезжал сюда несколько раз, пробурили скважину, огородили, пробили какие-то первичные дороги, поставили скважину для воды, поставили солнечные батареи, чтобы качать воду. И вот в ноябре, когда уже сюда приехал, поначалу мы пока снимали, до марта мы снимали в разных местах домики, квартирки. И в марте приехал наш складной домик из Китая, мы его открыли и живем сейчас там. Это ты так рассказал, все коротко, сжато и конец. Подожди, до конца мы дойдем. Я просто, наоборот, я специально стараюсь, потому что я, если начну рассказывать, я могу часами Если что, я тебя перебью, не переживай. Хорошо. А откуда ты вообще? Родился я в Латвии, в 18 лет я переехал в Израиль, и почти 30 лет я прожил в Израиле. То есть там я познакомился со своей бывшей женой, уже бывшей, к сожалению, и там родились 3 детей. Окей. То есть в Израиле ты планировал в Панаму или тебе просто вот друг подсказал поехать? Нет, мне никто не подсказывал. Необходимость, скажу даже так, необходимость удаления из так называемых развитых стран, из цивилизации я ощутил уже несколько лет назад. Просто подбирал, куда податься. И вследствие того, что я изучал, насколько я хорошо изучил геополитику и политическое и экономическое устройство современного мира, я понял, что страны Латинской Америки, именно страны Латинской Америки, на данный момент, в ближайшее будущее, не будут потрясены большими катаклизмами. Они находятся на удалении, я не хочу там вдаваться в слишком большие подробности. Здесь жизнь будет в ближайшее время более-менее стабильна. То есть не будет каких-то потрясений, катаклизмов, революций, завоеваний, ничего. Общее положение во всем мире ухудшается, это очевидно, но в Латинской Америке есть какая-то стабильность. Поэтому, вследствие этого, изучая Латинскую Америку, изучая все страны по отдельности Латинской Америки, я пришел к выводу, что Панама – это наиболее выгодный вариант. Панама – это по определенным показателям, это первая экономика Латинской Америки, вторая Коста-Рика, не Бразилия, не Аргентина, а именно Панама. И Панама находится на этом перешейке, где ни у кого из больших мировых игроков нет интересов. Поэтому вот мы и выбрали Панаму. Природа, ледники тают, острова тонут.
Это все, ну, можно сказать, неправда. Это то, что нам рассказывают. Если мы начинаем углубляться и изучать это, то мы понимаем, что практически все, что все, что имеется сегодня в доступе, и все, что нам рассказывается, это неправда. Мягко говоря. Вот острова Сан-Блас, там еще маленькие острова, некоторые уже под воду ушли. Это нормально. Это нормально. Во-первых, есть вулканическая активность. Во-вторых, нужно понимать, что, в принципе, на земном шаре воды очень немного. Если взять, собрать всю воду, все океаны и все, и закатать в шарик, то этот шарик будет сопоставим с Японией. То есть Панама под воду не уйдет? Панама под воду не идет, тем более Панама, я не знаю, какая средняя высота, но, в принципе, вся Панама – это гористая местность. Окей. В Коста-Рике ты осматривался тоже? Или ты просто как турист приехал туда и потом Панаму приехал? Нет, я в Коста-Рике не был даже. Я изучал все онлайн, в интернете. То есть, когда идея заключалась о переезде в Коста-Рику, кстати, там тоже очень много израильтян, я владею такими неофициальными данными, что только лишь за 22 год из Израиля в Панаму на ПМЖ переехало 14 тысяч не человек, а семей. Вот. И я там тоже нашел знакомых, мы познакомились, подружились, и я с ними был на постоянной связи. Но изучая Коста-Рику, я пришел к выводу, что, во-первых, это очень закрытая страна, туда трудно очень что-либо привезти, заказать. Очень бюрократическая страна, по сравнению с Панамой, естественно. Очень много разных запретов. И мой друг, который живет, он израильтянин, который живет в Коста-Рике уже около 8 лет, он купил землю, он вроде уже там более родной, чем сами местные. У него до сих пор нету гражданства, хотя он заплатил очень неплохие деньги, и до сих пор у него нет гражданства. То есть бюрократия там... Ему отказывают? Я не знаю даже, я особо не уточнял. Я с ним на связи, я могу у него, конечно, уточнить. Еще раз, более закрытая страна, туда трудно что-либо везти, машины очень дорогие. Ну и уровень жизни он немножко подороже, чем в Панаме, хотя Панама тоже не дешевая страна. По поводу Израиля, ты описал количество семей. После ситуации, которая на сегодняшний день происходит, израильтяне как вообще относятся? Они уезжают, либо патриотически остаются на своей земле? Есть и такие, но большинство населения Израиля уже пришло к выводу, что, ну, мягко говоря, Израиль это у Израиля нету будущего. То есть это уже официально озвучивают мнение тысячи людей в разных форумах. Я поясню, потому что раньше из России все ехали в Израиль, а теперь у нас происходит наоборот, из Израиля уезжают. Да, из Израиля уезжают, и я один из таких, который уехал, и нас немало. За нами идут еще несколько семей, сейчас, если будет возможность, я расскажу поподробнее. Могу привести такой пример, что у меня есть друг, который тоже участвует в нашем проекте, у него есть маленький кусочек земли на нашей земле, и он строитель, мы его очень давно ждем, он сам с Молдавии, мой очень хороший близкий друг, он работал в Израиле на протяжении 20 лет, то есть приезжал, заключал контракт, приезжал, потом уезжал домой, отработал уже всю квоту своего пребывания в Израиле, то есть последний раз, когда он 3 года назад уехал из Израиля, он не может приехать в Израиль как работник в течение 5 лет. Но сейчас он оказался в Израиле уже довольно давно. Почему? Потому что, как мы знаем, в октябре началась война, которая не заканчивается, я не думаю, что она закончится. Вот. И таиландцев всех забрали с Израиля, китайцев всех забрали с Израиля, палестинцев не пускают работать из-за обстановки. Ну, война, я не знаю, как сказать, да. Из-за обстановки по безопасности. Палестинцев не впускают внутрь Израиля, чтобы работать. И вот его пригласили, это уже было полгода назад, его пригласили опять, сделали ему все квоты, дали ему в 3 раза больше зарплату, поставили его бригадиром над 200 работниками, и он сейчас там работает. Но тоже он, когда закончит свой контракт, он приедет сюда. То есть сейчас в Израиле нанимают людей из других стран? Очень много. Очень много. Да. Местные отказываются работать? Не то, что отказываются, просто не хватает рабочих рук. Именно как разнорабочие. Если раньше это были палестинцы, китайцы, таиландцы, ну, молдаване тоже, вот, то сейчас очень мало людей, потому что люди боятся туда ехать, люди оттуда уезжают, потому что юг Израиля, что север Израиля просто горят, и в буквальном переносном смысле, и война, и просто и пожары, реально все горит. Не хватает рабочих рук.
Вы за границей, вдали от дома и нуждаетесь в медицинской помощи? Доверьтесь компании «Росмедицина», вашему надежному партнеру в области здравоохранения. Мы специализируемся на предоставлении экстренной медицинской помощи и лечения за рубежом для русскоязычных граждан. Наши главные приоритеты – здоровье и благополучие наших пациентов. Мы сотрудничаем с лучшими международными госпиталями и службами экстренной помощи, известными своим высоким уровнем медицинской экспертизы и современным оборудованием. Наши услуги включают экстренную госпитализацию и медицинскую эвакуацию, медицинский туризм, а также роды за границей с возможностью оформления второго гражданства для детей. 5 причин, почему стоит выбрать компанию «Росмедицина». Первое. Лицензированная клиника с более чем 10-летним опытом работы. Второе. Встречи или проводы в аэропорт на автомобиле реанимации. Третье. Сопровождение психологом, владеющим 3 языками. Английский, русский, испанский. Четвертое. Опытные травматологи-хирурги с опытом реконструктивных операций. Пятое. Возможность получения финансовых бонусов, компенсация расходов и скидки на авиаперелеты. Если вы нуждаетесь в медицинской помощи за границей, доверьтесь компании «Росмедицина». Медицинские специалисты сделают все, чтобы обеспечить вам максимальное спокойствие и уверенность в лечении. Подробная информация в описании под этим видео. Какие цели вообще здесь ставите? Цели, я, может, немножко пространно выражусь, когда я сюда приехал, и каждый человек, которому я звонил отсюда, там, неважно, это с Израиля или с Латвии, откуда я родился, где я родился, или с других стран, то есть у меня много знакомых и друзей по всему миру, меня спрашивают, что ты там делаешь? И я всегда отвечаю на этот вопрос с очень большой усмешкой, говорю, я живу. И люди не понимают. То есть я не понимаю их, я прекрасно понимаю их, конечно, вопрос, но я им отвечаю, я живу, я приехал сюда жить. То есть у меня, в принципе, нету каких-то супер определенных намеченных планов, идей. Мы приехали сюда с идеей организовать поселение, общину, объединить общины, которые же здесь существуют, и просто спокойно жить, развиваться, развивать наше хозяйство, приобрести независимость от системы в первую очередь. Потому что, например, это уже не первый раз, Панама известна своими протестами. Люди выходят на улицу, если чем-то недовольны. Последние протесты продолжались, по-моему, 1,5 месяца. Это было в ноябре. Ты здесь тоже уже был. Видел, это было в октябре, в ноябре. Мы приехали в самый разгар протестов. И, к примеру, в нашем районе здесь, в Лос-Сантосе, на южной конечности полуострова Азуэра, были перебои совсем. С лекарствами, с продуктами, даже с питьевой водой. Потому что не все имеют скважины. Например, то место, в котором мы сейчас находимся, Педоси, у него постоянно проблемы с водой. Здесь очень часто нет воды. Газ, горючее, еда, фрукты, овощи. Были перебои. Мы хотим приобрести, построить эту независимость от системы. А почему именно эту локацию выбрали? Потому что здесь находится большая израильская община. Причем израильтяне бывают тоже разные, и русскоязычные, и англоязычные. Ну, всех объединяет, в принципе, владение ивритом и то, что с Израиля. Но здесь не только есть израильтяне, есть еще и евреи со всего мира. Потому что здесь находится дом Хабада. Хабад – это израильская религиозная миссионерская организация, у которого отделение по всему миру. Ваш дом открыт всем, без исключения? Вы работаете круглосуточно? Да, дом Хабада открыт 24 часа в сутки, в принципе, для всех. Каждый, у кого есть нужда, может сюда прийти. Вы каждое утро, как правильно выразиться, молитесь или что вы делаете? В 8 часов утра мы открываем, несмотря на то, что дом сам открыт, но мы открываем дом Хабада, мы подготавливаем, если там идет разговор там, о завтраке, о вещах материальных. И то же самое мы начинаем молиться. Кто хочет с утра прийти помолиться, у нас есть определенный набор, определенный порядок молитв. Первая молитва там утренняя, молитва при восходе солнца, потом вторая там молитва другая, потом кто тоже желает, чувствует потребность, мы изучаем разные книги Торы каждый день, мы изучаем ближе достичь вот идиллии с Богом, приблизиться к Богу и так далее. А что означают ваши аксессуары? То есть это вот шляпа черная, шапочка и то, что обвязываете на руку? Есть 2 коробочки, одна одевается на руку, другая одевается на лоб. И ремни сделаны из кожи животных. В самих коробочках находятся свитки, настоящие свитки из Торы.
в которых находятся определенные места истории. Израильтяне начали приезжать сюда 16-17 лет назад. Здесь был пустынный район. Они увидели потенциал, они увидели эту подковообразную бухту в Плайвенау. И вот за это время они буквально превратили в оазис это место и превратили его в международный курорт. Сюда приезжают на соревнования серферы со всего мира. И по климату тоже, я проверял по климату, Лос-Сантос, особенно южная конечность, в сухой сезон это самое сухое место Панамы. Может быть самое жаркое, но вследствие того, что здесь сильные ветры, не чувствуешь себя здесь, что супер прямо жарко. Насколько здесь сильные волны? Как в Голд-Косте? Волны, я не могу сказать за волны. Не, волны не очень высокие, но они сильные. То есть для серфингистов просто идеально. Вот. А ветры здесь очень сильные. Здесь и деревья падают, и крыши может срывать. Ветры очень сильные. Насколько сильная поддержка вашего израильтянского сообщества? Ну, скажем так, пока мы не прибегали особо к их поддержке. То есть, если, не дай бог, мы окажемся в какой-то нужде, они помогут. Я уже слышал даже, что они сделали, кто-то из местных, который у них работает, это было до моего приезда сюда, он сделал аварию, попал в аварию. И за счет израильской общины, именно за счет вот этой общины дома Хабада, ему оплатили все лечение, вставные зубы, все, причем это местные. Сюда приезжают, например, волонтеры, израильтяне, которые путешествуют по всему миру, в основном по Латинской Америке, они приезжают сюда пустые. То есть у них ни денег, ничего. Им дают кров, все, что нужно. Они, конечно, как волонтеры, они помогают, они делают все для Хабада. То есть здесь есть у них 3 машины, и на них постоянно ездит. И на мопеде есть Равин, он молодой парень, в принципе, очень хороший человек. Вот, и на его мопеде ездят, и на машинах ездят. Но мы не пользовались этой поддержкой, но она есть. Панамцы, как к вам относятся? Как вы почувствовали отношение к себе? Очень хорошо, тем более, как говорится, чем дальше в лес, тем больше дров. То есть, чем дальше от больших городов, тем люди более открыты. Но я думаю, что это, в принципе, в любой точке мира. Люди более открытые. Например, те люди, которые живут вокруг нас, я больше общаюсь с местными, чем с нашими израильтянами, с иностранцами. Очень открытые, теплые люди, очень спокойные, сдержанные. Единственное, что они еще параллельно очень обидчивые. То есть, с ними желательно не повышать тон, не ругаться, не быть настырным. В остальном очень отзывчивые, теплые, открытые люди. Были ли ситуации, когда панамцы обманули, что-то украли и так далее? К сожалению, да. Но я считаю, что это, в принципе, нормально для любой страны, потому что, когда новые люди приезжают, особенно экспаты, переселенцы, что местные, что даже местные, которые из того же края, да, то есть те же самые наши израильтяне могут нас обмануть. Всегда есть попытки обмана вновь прибывших. И мы, к сожалению, именно наш проект, именно наши несколько семей, мы попали в неловкую ситуацию. Она вскрылась буквально месяц назад. Мы взяли местного подрядчика, мы особо о нем ничего не знали. Да, он нас обманул, причем очень хорошо нас обманул. То есть через полгода, когда у нас должны были быть уже дома у всех, уже развитая инфраструктура, у нас нет ничего. То есть он выбрал все наши деньги, каждый раз дай нам 500, переведи мне $500 на материалы, переведи мне $300 на генератор, переведи мне то. Мой папа попал в больницу, моя мама туда, там папа уже умер, у него за 2 года уже папа 10 раз умер, оказалось. И вот так вот получилось. То есть нельзя сказать, что это нация вся такая, это просто... Нет, это среди любой нации есть свои такие люди, свои другие люди. По поводу то, что ты рассказывал мне за кадром, планируете общину развивать и так далее. На сегодняшний день и вот коллега, знакомый, как ты рассказывал, из Молдавии, да, планирует тоже переехать. Земля здесь вообще дорогая становится за счет того, что сюда все переезжают? К сожалению, да. Есть все-таки, во-первых, тот район, в котором мы живем, не знаю, как правильно выразиться, очень востребованный. Потому что мы находимся на берегу океана, мы находимся в очень красивых местах, здесь очень красивые бухты. Полуостров Азоры находится далеко от цивилизации, далеко от больших городов. Здесь нет ни источных вод, ни промышленности, ни кораблей, ничего, что загрязняет воду. Здесь очень много китов, здесь заповедник на заповеднике.
И так как сюда приехали вот израильтяне, и вторая крупная община, она за нами находится где-то километров 40, наверное, 30-40, к западу, называется Гуанико и Камбуталь. Там очень немаленькая американская община. И вследствие того, что приехали сюда израильтяне и американцы и начали разрабатывать эти земли, то земля очень повысилась. Могу привести цифры, если интересует. Да. Значит, землю, которую мы ее купили в отдалении. Мы ее купили около года назад. Себестоимость, конечная себестоимость, что она вышла, это примерно $5 за метр. То есть мы ее купили дешевле, но так как мы развили, я считаю брутто, конечную себестоимость земли. Параллельно вокруг нас уже земля меньше $15-20 за метр нету, и это при условии, что нужно покупать несколько десятков, если не сотен гектаров. Есть какой-то минимум, который не продают, вот типа меньше ты не можешь купить, хоть может тебе небольшой участок нужен, он говорит, нет, только такой. Нет, например, при въезде на нашу финку, фазенда, финка, владение, территория, есть кусочек земли, неполных 400 квадратных метров, он хочет 15 тысяч. То есть это получается, я не знаю, там по $40-50, если посчитать за метр. Пожалуйста, можно купить маленький кусочек. Но чем меньше кусочек земли, тем дороже он стоит, естественно. Так вот, в Плая-Винау цены уже зашкаливают за $350-400 за метр. И в Камбутале, где вообще ничего не развито, туда, чтобы добраться, это можно все колеса оббить у машины, потому что все в колдобинах, вроде недалеко, но от нас ехать 1,5 часа езды туда. Там земля, правда, она прямо выходит к морю, там земля начинает с $80 за метр. Но там ничего нет, ни инфраструктуры, там ни магазинов нет, ничего. Это израильская шаурма. Владельцы этого ресторанчика, также владельцы этого ресторанчика. Также они владельцы всего 4 ресторанчиков. Израильтяне, ребята, 2 брата. Они, может быть, здесь, может быть, не здесь. Это шаурма, это колес, это просто средиземноморская еда. Ну и там есть что-то из китайской кухни. Но ресторанчики на уровне. Цены очень приемлемые для такого места туристического, как Плая-Винау. Подешевле, чем в Педоси, скажем. А как вообще здесь с магазинами, с аптеками, с больницами? Окей. Магазины здесь есть. Здесь, не знаю, может, ты уже в своих блогах это упоминал. В Панаме очень много китайцев, ну, как по всему миру. Они уже приехали уже несколько десятков лет назад, обосновались, но они сохраняют свою китайскую культуру. Они немножко, конечно, нос задирают, но неважно. В любом, даже самом маломальском маленьком городке, местечке, поселке есть такие, как мини-супермаркеты, которые называются Чино. Чино – это китайцы по-испански, вот, в которых есть все. То есть еда, туалетика, стройматериалы, винтовки даже воздушные. То есть есть, в принципе, все. Есть частные лавочки в маленьких, у нас, например, в нашей общине, там есть маленькая лавочка, он берет, покупает в том же самом Чино и просто держит у себя, там у него домик, держит какие-то предметы первой необходимости. В основном это лавочки, где не продается алкоголь. Не знаю почему, я даже не спрашивал. Аптеки, есть одна аптека в Плая-Винау, вторая 10 километров в Каньяс, это уже поселок. И следующая аптека, она находится уже в 30 километрах от Плая-Винау, там несколько аптек, это в маленьком местечке Тоноси, который насчитывает примерно 4000 населения. Это местный городок, такой классический городок латиноамериканской страны третьего мира. Мне очень нравится это место, я туда езжу каждый день. Вот, но там же и находится больница. Вторая больница находится здесь, в Педоси. Педоси – это примерно 30 километров от Плая-Винау. И следующая, уже более большая больница находится в Лас-Таблосе, примерно 40 километров от Педоси. Был опыт обращения в больницу? У меня нет. А вообще, за счет того, что вот эти маленькие магазинчики, в любом случае, они закупаются в крупных, ценник дорогой? Нет, я не думаю, что они закупаются в круг. А, ты имеешь в виду, которые лавки? В лавках я не был. Но вот эти Чино, как мини-супер... Супер 99? Нет, мини-супер... Супермаркет? Да, мини-супермаркеты. Я думаю, что они работают напрямую с поставщиками, да, скорее всего, потому что у них цены, мне интересно, что когда я приезжаю в Лас-Таблос, маломальский такой городок, в котором все есть,
и присутствие правительственных учреждений. Там, в принципе, можно, кроме резидентства, можно сделать все в Лас-Таблосе. Хотя тоже по официальным там 10 тысяч населения, но он, так как в Панаме не строят ввысь, поэтому здесь любой населенный пункт, он очень большой по территории. Например, в Израиле 10 тысяч человек – это очень маленький район. Этот район, вот как мы здесь сидим, 10 тысяч человек живет. А Лас-Таблос – это город, который пешком за полчаса не пройдешь. То есть там на машине даже нужно ездить. Вот. И интересно, что в наших чинах в Тоноси, это местечковые такие провинциальный городок, на многие вещи цены даже дешевле, чем в городе, в крупных сетях. Ну ты как считаешь, сколько будет стоить через пару лет земля здесь? Опять же, смотря где. Опять же, мы купили довольно дешево землю, она уже поднялась. Мы в нее вложили. Вот, что она там. В поселке Каньяс, недалеко от Плая Винау. Здесь есть международная школа и садик. Преподавание ведется на английском. Сколько стоит в месяц, я не знаю, по-моему, $650. Но отношение хорошее. Все местные иностранцы, включая многих израильтян, привозят сюда детей. А резидентство тяжело было сделать? У Панамы есть несколько видов программ. Я не разбираюсь в этом, потому что я приехал, сделал свою резиденцию и забыл. То есть мы заплатили определенную сумму денег, не очень большую по нашим меркам. Израиль находится в списке дружественных стран Панаме, поэтому у них есть, ну, здесь очень много адвокатов, так же, как и в Израиле, так же, как и везде. В Израиле даже есть шутка, что по адвокату на каждые 3 человека. Вот. И мы приехали сюда, нужно подготовить определенные документы, по-моему, это только лишь паспорт свой и криминальную запись из страны исхода. Эта запись автоматически по интернету набираешь запрос, она приходит в израильское посольство здесь, нужно поехать забрать его, или же послать человека, за деньги, вытащить эту запись, криминальную запись. Все это подается адвокату, адвокат подписывает свои какие-то бумажки, и, в принципе, мы резиденцию сделали за 1,5 дня. А срок получения гражданства какой? Первая резиденция на временная ПМЖ, краткосрочно временная ПМЖ на полгода. За это время они якобы проверяют твою личность. Ну да, подноготную. Ну, я думаю, что ничего не делают, просто такой у них очень много переселенцев Панамы из стран Латинской Америки именно. Вот. А экспаты, переселенцы, например, с Израиля, там, я не знаю, там, со Штатов, с Европы очень приветствуются здесь. Поэтому, наверное, очень быстро все и доброжелательно происходит. Первоначальное гражданство дается на полгода. Через полгода, опять же, адвокат нам позвонил и сказал, ваши бумаги готовы, переслала нам в ПДСИ. Мы взяли эти бумаги, случайно поехали в Сантьяго. Это крупный город здесь считается. От нас это где-то 3 часа езды, отсюда 2 часа езды. И случайно там миграционная служба была открыта, мы подумали, почему бы и нет, потому что в миграционной службе должна быть камера, она не во всех отделениях есть. И нам всегда говорили, что ближайшее в Пенономе. Пенономе от нас подальше, 4 часа где-то будет. Вот. И мы случайно оказались в Сантьяго и зашли, и 10 минут уже получили постоянную ID, которая рассчитана на 2 года. Но все равно мы не считаемся гражданами Панамы, мы считаемся временными резидентами, то есть у нас вид на жительство, но он уже постоянный. Но эту процедуру проходят практически все экспаты, которые вот из наших краев, из Израиля, с Европы и с Северной Америки. По программе инвестиционной? Нет, мы прошли, я даже не знаю, по какой программе мы прошли, но дружественных стран. Кстати, вот страны Евросоюза, там примерно, я не знаю сколько, но примерно где-то 50 чем-то, 60 стран дружественных. Процедура прохождения для людей из которых она более легкая и стоит меньше денег. Какие рекомендации дали бы вновь приехавшим людям, которые хотят обосноваться в Панаме? У меня лишь только одна рекомендация, потому что это мое мото по жизни. Не знаю, правильно я сказал или нет, так мы выражаемся. И нужно возвращаться к земле. Сейчас такие времена, что нужно возвращаться к земле обязательно. Это просто необходимо. И объединяться. Объединяться, еще раз объединяться. Работать руками, а не головой.
Не суть, что работает руками, не голова. Просто нужно объединяться, нужно уходить на природу. Вот как мы приехали. Мы вроде у нас все здесь рядом, и все, что нам нужно, да, есть нехватка во многом. Но, пожалуйста, можно съездить час отсюда, Лас-Таблас, все там купить. Там нету, есть следующий город Читре в получасе. Чем больше город, тем больше возможностей. Но мы находимся относительно далеко от всех центров цивилизации. Нехватку чего ощутили в первую очередь? Ну, когда мы приехали, были протесты, и были перекрыты дороги, поэтому нехватка ощущалась во всем практически. Слава богу, что у нас была своя вода. А так, ну, мы люди спартанского склада, поэтому мы на данный момент практически ни в чем нехватку не ощущаем. Не каждый выживет здесь, кому-то город нужен и цивилизация. Ну, пусть остается, кому нужен город, пусть остается в городе. У каждой монеты две стороны. У каждого явления в жизни тоже также есть разные стороны. Кому что нужно, кому что ближе.